Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу, как сохранить свою работу на прозрачном фоне. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий. Поехали! Я буду использовать свой логотип. Для сохранения на прозрачном фоне нам понадобится формат PNG, а соответственно, если твоя работа векторная, она автоматически становится растровой. Перед сохранением нашу работу нужно проверить. Оставить нужные элементы и убрать ненужные. Можно это сделать, если зайти в слои, открыли, посмотрели, если видим какие-то ненужные элементы, убираем. Также можно предварительно посмотреть, что у нас получится. Заходим в просмотр и вот здесь вот показать сетку прозрачности. Либо Shift-Ctrl-D. Нажимаем. Мы видим, как наше изображение будет в итоге выглядеть. Фона у нас нету. Остается только то, что нам необходимо. Можем его подвинуть, посмотреть под ним, ничего ли не осталось, и вернуть все обратно. Все, закрываем данный режим. Shift-Ctrl-D. И теперь приступаем к сохранению. Мы будем сохранять тремя способами. Заходим в файл. Экспорт. Будем сохранять, экспортировать как и сохранить для браузеров. Начинаем экспортировать как. У нас открывается папка, куда мы это будем экспортировать. И видим имя файла и тип файла. Уже он стоит у нас PNG, то что нужно. Дальше у нас есть использовать монтажные области. Для чего это нужно? Можно поставить галочку, можно нет. Если мы не поставим галочку, то файл, когда сохранится, будет обрезан именно по краям нашего изображения. Если мы поставим галочку, то файл будет обрезан по краям монтажной области. Ну давай сохраним в двух вариантах и посмотрим. Ставим галочку. Экспорт. Что мы здесь видим? Параметры разрешения стоит высокое. Смотря где ты будешь использовать, такое разрешение можешь и поставить. Я всегда ставлю высокое. И цвет фона прозрачный, белый или черный. Нам нужен прозрачный. И видим, как будет выглядеть наше изображение. Оно обрезано будет не по краям, а с небольшими отступами, как у нас здесь и выглядит на монтажной области. Нажимаем ОК. Теперь сохраним то же самое, уже не будем ставить галочку «Использовать в монтажной области». Экспорт. И смотрим предварительно, что у нас получилось. Видим то, что уже обрезка идет по краям, без отступов. ОК. Заходим в папку. И также на превью видим одно изображение обрезано по краям, а другое именно обрезано по монтажной области. Как бы ты ни сохранил с монтажной областью или без, разницы никакой. Давай попробуем открыть эти изображения в иллюстраторе. Выделяем и открываем здесь. Что мы видим? Первое, которое было сохранено без монтажной области, обрезано по краям. Второе, есть небольшие отступы. Когда мы встраиваем эту картинку куда-либо, разницы никакой. Теперь следующее. Я сделал 9 таких изображений и поменял им цвета. Хочу сохранить в 9 вариациях сразу, не сохраняя каждый, а именно одной группой. Для этого заходим в файл, экспорт, опять экспортировать как, то что мы и делали. Стоит тип файла PNG, и уже здесь будем обязательно использовать монтажные области, потому что мы хотим сохранить все группой. Нажимаем. Здесь у тебя есть все монтажные области или диапазон. Вот иллюстратор сам видит то, что у нас с 1 по 9 монтажной области есть. Если мы поставим диапазон с 1 по 3, то соответственно сохранится первые 3 изображения. Мы ставим все и нажимаем экспорт. Опять появляется окно, в котором мы либо что-то изменяем, либо просто подтверждаем, что мы и делаем. И смотрим, как у нас идет сохранение. Все 9 файлов сохранены. Можем посмотреть, что у нас получилось. Вот такое вот изображение у нас в итоге получилось. Закрываем, удаляем. Следующий способ. Заходим в файл, экспорт, сохранить для браузеров. Здесь в окне форматов выбираем PNG. Дальше, если галочка прозрачность не стоит, может быть вот так вот с белым фоном, ставим ее. И здесь мы также можем выбрать обрезку по нашему изображению, либо по монтажной области. Давай оставим так. Нажимаем «Сохранить». Выбираем папку и сохраняем. Подтверждаем. Все готово. Удаляем. И есть еще один способ для того, чтобы сохранить изображение на прозрачном фоне. По умолчанию в иллюстраторе, возможно, он у тебя не будет активен. Для того, чтобы его включить, надо зайти в окно. И вот здесь есть экспорт ресурсов. Нажимаем. У меня он уже стоит, вот такой вот квадратик со стрелочкой. Здесь есть окно, куда мы перетаскиваем наши файлы, и выбор размера и формата. Для того, чтобы сохранить, нужно взять наше изображение и перетянуть в это окно. Здесь выбираем масштаб 1, x, 2, 3 и 4, то есть чем больше
будет масштаб, тем больше на выходе будет твоя картинка. Поставим 1х и формат PNG. Выбираем его и нажимаем экспорт. Выбираем папку. Готово. Открываем нашу папку, и вот наше изображение здесь. Смотрим, проверяем, все так, как нам нужно. Закрываем. Удаляем. И теперь тем же самым способом попробуем сохранить группу изображений. Открываем, выделяем все 9 файлов, перетаскиваем в окно, выбираем масштаб и формат, экспорт, выбрали папку, готово. Вот у нас все сохранилось, открываем, все наши 9 файлов. Отлично. Намного быстрее и проще. Ну вот и все. Надеюсь, видео тебе понравилось. Обязательно подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии и до новых встреч. Пока.